Здравствуйте, товарищи! Сегодня 11 августа 2026 года. Вторник, местное время 14 часов 6 минут. Меня на ютубе активно обхаживают тролли ФСБ. Они борются со мной. Хотят, чтобы я бы или отказался сам, или бы они вынудили меня отказаться. Ну, во всяком случае, тролли ФСБ активно борются не только со мною, но и со всеми другими людьми, которые назвали себя грядущими царями, мессиями там, и так далее. В этот раз в этом видеоролике я буду отвечать на вопросы тролля под ником Монаарх, который работает на фабрике ботов ФСБ и борется с мессиями и грядущими царями. Тема видеоролика «Вера и неверие в мировоззрении Байтерек запрещены». Нужно все проверять лично, на своем личном практическом опыте. Ну что ж, давайте мы перейдем на экран, и я вам покажу комментарии, на которые я буду отвечать в этом видеоролике. Вот он видеоролик, предыдущий видеоролик в этом же плейлисте, под которым этот Монаарх, тролль ФСБ, задал мне вопросы. Вот он, этот Монаарх, вот он, его вопрос. Какую пользу Байтерек принес вам лично? Ну, польза очень разнообразная. Я об этой пользе в книгах очень подробно рассказал, с примерами различными и так далее. Но тролли ФСБ читают мои тексты только для того, чтобы в них найти зацепки, за которые можно зацепиться, значит, и как-то извратить все, что я там написал, и продемонстрировать, значит, другим посетителям моего канала, что я никчемный человек, шизофреник там и так далее. В этом видеоролике я приведу примеры пользы, которую я получил. Дальше. Какую пользу несет Байтерек, чего нет в других эзотерических книгах? Ну, вот они. И еще один, значит, момент, на который они упирают, это то, что я ничего нового людям не сообщаю. Я начитался различных книг по эзотерике, по религиям, и просто-напросто переписал из этих книг своими словами все то, что в них рассказывается. Это тоже второй конек, значит, у этих троллей ФСБ и так далее. И третий вопрос. Насколько эта польза великая, чтобы ее услышали миллионы людей и признали вас гением? Пример есть хоть один? Ну, в общем, эта публика троллей делает все, на что способна, для того, чтобы дискредитировать меня, мои книги, мои видеоролики, дискредитировать перед лицом, значит, возможных читателей, возможных слушателей моих видеороликов. Ох-ох-ох-ох, дети малые. Ну да ладно, что ж, буду отвечать вот на эти вопросы. Какую пользу Байтерек принес вам лично? Вы знаете, в общем-то, я даже в замешательстве от таких вопросов, которые вот он задает. Какую пользу принес мне Байтерек? Ну, я все описал, все рассказал в книгах, подробно описывал все самые яркие случаи в моей жизни, какую пользу я получил. Понимаете, в чем дело? Очень ярко. Ну, давайте еще раз вернемся, значит, к вопросам. Какую пользу несет Байтерек, чего нет в других эзотерических книгах?
Об этом тоже я уже рассказал. Вообще то, что Байтерек в книгах описывается, то, что рассказывается в мировоззрении Байтерек, но этого вообще ничего нету в эзотерических книгах или в религиозных. Мировоззрение Байтерек полностью разрушает любые эзотерические учения, религиозные учения. В том числе учение Байтерек разрушает всю фундаментальную науку, фундаментальную академическую науку. Это учение разрушает полностью. Понимаете, в чем дело? Полностью. Насколько эта польза велика, чтобы ее услышали миллионы людей и признали вас гением. Вопрос очень спорный. Этот вопрос в мировоззрении Байтерек не имеет смысла вообще. Понимаете, в чем дело? Этот вопрос исходит из старых мировоззрений. Чтобы услышали миллионы людей и признали вас гением. Глупости. Вот этот вопрос третий. Это полная глупость с точки зрения мировоззрения Байтерек. Абсолютная глупость. Я не знаю, как на этот вопрос отвечать, чтобы не солгать. Ладно, давайте по порядочку. Итак, пример пользы, которую я получил от Байтерек. Я расскажу вам лишь один случай из моей жизни, из моей биографии, из моей трудовой деятельности. Один. Этот пример я специально выбрал для того, чтобы он был бы понятен для людей, которые являются носителями старых мировоззрений. Любых мировоззрений, которые сегодня на Земле есть. Любых мировоззрений. И для материалистов, для атеистов, для верующих, монотеистов, политеистов, для эзотериков всяких там и так далее. Этот пример я специально подобрал и вам о нем сейчас расскажу. Пользу эту я получил в 2012, в 2013 и 2014 годах. Эта польза распространилась на всю последующую мою жизнь. В чем суть? В 2007 году меня пригласили работать на предприятие, на горное предприятие, которое еще работать не начало. Это предприятие готовилось к разработке месторождения песчано-гравийной смеси в Семипалатинске. Под Семипалатинском месторождение контора этого предприятия располагалась в Семипалатинске. Меня пригласили на должность заместителя директора по техническим вопросам. Но главный инженер, если проще так говорить, по советской номенклатуре, значит, на предприятиях. Но сейчас тоже существуют и должности главного инженера, и замдиректора по техническим вопросам, значит, это все работа главного инженера. Так вот, предприятие это было заведомо убыточным. Хозяин этого предприятия купил это предприятие, значит, у пройдохи, у мошенника. Это предприятие было создано именно с целью продать его вот такому лоху, как мой хозяин, который, в общем-то, и пригласил меня директор, а этого директора назначил вот этот хозяин. Хозяин сам не имел к горным работам вообще никакого отношения. Какое у него там образование, я не знаю, но
к 2007 году он в городе Джисказган, значит, заработал деньги. У него была птицефабрика, затем фабрика по производству макаронов, ну или рожек. Вот. И ему этих денег показалось мало. Он услышал, что в горном деле можно зарабатывать гораздо больше. И он решил перебраться в город Усть-Каменогорск, где очень много месторождений, различных горных предприятий и так далее, и так далее. Вот. Ему разные люди, там их несколько мошенников было, они, видать, почуяли, что у него есть деньги, и он готов купить у них предприятия или участки под месторождение. Нужно сказать, что он был гениальным лохом, этот человек из Джисказгана. Гениальный лох. Сам он родом с Кавказа. Здесь в Казахстан перебрался, чтобы здесь зарабатывать побольше. Вот он в Джисказгане поднялся на производстве, значит, на птицефабрике, курей выращивал, мясо продавал. И, значит, это рожки, фабрика рожек. Возможно, у них там еще, у него был еще колбасный цех какой-то, я точно всех подробностей его не знаю. Вот. Он не один там работал в Джисказгане, у него еще родственники были. Вот они там все это вместе как-то управлялись. И тут он решил отделиться как бы от родственников, от своих, переехал в Усть-Каменогорск и купил 3 предприятия. Вот. Или 3 участка, так скажем, 3 участка. Первый участок он купил, значит, ну по очереди не знаю, как он их покупал, но вот он купил участок месторождения золота. Кто там ему продал, подробности не знаю, но на этом участке, перед тем, как продать ему вот этот участок золотоносный, там старатели все выгребли, все золото выгребли, которое рационально было добывать, выгодно. А ему продали этот участок, значит, как будто бы там еще много золота, там как-то обосновали это все, там геологические какие-то документы предоставили, что там еще золота много, и нужно просто постараться, старатели просто не смогли там и так далее. На самом деле, последующие работы на этом участке показали, что там золота практически нету, только следы его остались, и все. То есть совершенно бесперспективный участок. Но деньги он вложил, и единственное, что он там мог сделать, рядом с этим участком построить дом. Значит, там пытался лошадей разводить индюков, но ничего не пошло, потому что это далеко в горах, значит, и от города далеко этот участок. Ну, держал там сторожа там и так далее. Вагончики там были завезены для рабочих, там все. Баня была построена для рабочих, но полностью бесперспективно, и так все похерилось позже. Затем он купил там же рядом с золотоносным месторождением, он купил участок, оформил права на его разработку полиметаллических руд. Ну, как заказал, значит, геолого-разведочные работы дополнительные там и так далее, там бурили скважину, вот подрядная организация бурила скважины, значит, геолого-разведочные и так далее. В последующем, после проведенных геолого-разведочных работ, значит, дополнительных, выяснилось, что да, там руда есть, но ее мало. Участок очень далеко расположен от транспортных узлов, от дорог и вообще далеко от города. И самое главное, что там он бесперспективный. Там невыгодно разворачивать какие-то горные работы, потому что руды мало. То есть он тут тоже прогорел. И третий, значит, участок, ну, здесь уже точно было, значит, куплено предприятие, полностью предприятие, значит, с оформленными документами на геологоразведочные работы.
Вот, месторождение песчано-гравийной смеси. Да, еще четвертый объект он там купил, значит, в Усть-Каменогорске, под Усть-Каменогорском рядом, там в селе, старая заброшенная раскуроченная медиплавильная фабрика. Там было хвостохранилище, значит, террикон, огромный террикон, значит, с хвостами от работы этой фабрики. И там вот это все, что вот эти отходы, они были пригодны для использования при производстве цемента. Он надеялся продать этот террикон, он надеялся заработать на этой медиплавильной фабрике, там пытался и металлолом сдавать. Там же на территории медиплавильной фабрики открыл колбасный цех, который позже, через несколько лет, пришлось закрыть, потому что недалеко от этой медиплавильной фабрики другой частный предприниматель, значит, построил цех там что-то по переработке то ли асбеста, то ли еще что-нибудь, каких-то, в общем, строительных материалов, еще что, химическое производство там. И санэпидемстанция закрыла его колбасный цех, потому что он располагается рядом вот с этим химическим производством. Я об этом во всем рассказываю, потому что для того, чтобы вам было понятно, в какую пользу я получил, какая польза мне была свыше дана. Вот. Особо надо сказать, что городские власти, значит, ну это или поселковые власти, там я уж не знаю, кто там разбирался в этом споре. Колбасный цех был построен раньше, и по идее нельзя было давать разрешение на строительство вот этого химического производства, потому что это колбасный цех. Но разрешение дали, а потом колбасный цех в приказном порядке закрыли. Вот этот мой хозяин, значит, так вот. Поскольку он был полностью безграмотен в вопросах горного дела, добычи полезных ископаемых и так далее, полностью абсолютно безграмотный, он кое-чего там поднахватался, пока вот это все оформлял, покупал, пока там работал. Он принял на работу геолога, он принял на работу, он нанял, значит, подрядную организацию для проектных работ и так далее. И все эти люди просто зарабатывали на нем деньги. Конечно, это плохо со стороны этих людей было. Ну что сделаешь, они все на нем зарабатывали, а этот лох просто вот он ничего слушать не хотел. Вот. После того, как меня приняли на работу меня принимал директор вот этого предприятия, на которое я пришел работать. Он меня принял, а потом через месяц повез меня к хозяину, чтобы познакомить и чтобы хозяин одобрил мою кандидатуру на этой должности. За этот месяц я изучил документацию по этому месторождению песчано-гравийной смеси. Я заканчивал техникум по специальности техника и технология разведки месторождений полезных ископаемых. Я закончил институт по специальности технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых. И в техникуме, и в институте нам преподавали взрывное дело. Нам преподавали в общих чертах, значит, систему разработок подземным способом, открытым способом. То есть я с этими вещами был знаком. Вот. Далее я работал на Семипалатинском ядерном полигоне, на горных работах там, и так далее. Штольни проходил. Мне было все понятно. Ну а геология это вообще тут моя профессия по образованию. Я изучил геологическую документацию по этому месторождению песчано-гравийной смеси, посмотрел участок там и так далее. И директору сказал, что здесь нет ничего того,
что на словах наобещали хозяину этого предприятия. То есть ему документы предоставили честные, честные, как есть. А на словах объяснили, что в этих документах не отражена истина, что эти документы составлены с большими ошибками, с недоработками, а мы-то вот точно знаем, что там есть крупные галечники, из которых можно, значит, щебень изготавливать, и это будет очень дешево. Изготовление щебня из этих галечников обойдется намного дешевле, чем изготавливать щебень, значит, с применением буровзрывных работ. В общем, короче, обманули его, полностью обманули. Вот. Позже, значит, ему проект сделали такой, который он хотел. То есть то, что ему на словах сказали, под это дело ему сделали проект. Проектная организация в Усть-Каменогорске. Но проектная организация тоже не стала брать на себя риск и ответственность. Поэтому в проекте они указали истинное положение вещей, в которое хозяин не хотел верить. Истинное положение вещей. И изучить этот проект он не мог, он не понимал вообще ничего, ни в геологии, ни в горном деле. Ничего не понимал, в том числе и в строительстве. Но когда я встречался с хозяином, я ему честно сказал, что все то, что вы ожидаете от этого месторождения, там ничего нету. Нету там ничего этого. И в принципе быть не может, потому что месторождение это располагается в среднем течении реки Иртыш. И здесь в принципе не может быть вот таких крупных галечников. Выше по течению там на несколько километров, там есть месторождения, промышленные месторождения. Эти оба месторождения разведывались в Советском Союзе еще. Тот участок, который сейчас разрабатывается, он до сих пор еще разрабатывается и обеспечивает, значит, город песчано-гравийной смесью и для строительства дорог, и для изготовления щебня для использования на комбинатах сборного железобетона. А вот этот участок, который, значит, ему продали мы этому хозяину, это полная туфта. Это, то есть не полная туфта, то есть это есть такое понятие в геологии, в горном деле, забалансовые запасы. То есть там есть полезные ископаемые, но его качество, его количество не соответствует ГОСТу там или чего-то, и разрабатывать это месторождение совершенно бессмысленно. То есть я работал, и хозяин мне сказал, давай, ты это самое, забудь про то, что ты там учился в институте, что ты там видел. Я знаю, мне подтвердили там вот авторитетные люди, что там действительно есть крупные галечники, и все. Нужно сказать, что к этому времени я уже полностью разуверился, значит, в том, что я смогу плодотворно сотрудничать с владельцами предприятий, горных, промышленных предприятий и так далее. И я махнул рукой, думаю, да черт с тобой, как хочешь. Я просто буду зарабатывать деньги у тебя на предприятии, пока это будет возможно. Ну, скажу так, что на этом предприятии я проработал с 2007 года по 2020 год. В 2020 году я вышел на пенсию в возрасте 63 лет. Вот так. Так вот, худо-бедно я проработал на этом предприятии до 2012 года. То есть 5 лет. Мне для моей семьи денег хватало. Ну, были периоды с трудностями там и так далее. Ну, в общем и целом денег хватало. Вот. В 2012 году у меня с моим предприятием начался кризис. Покупателей нету, некому продавать. Я и бухгалтер, двое нас, ну и хозяин еще, значит,
то время он уже из Усть-Каменогорска уехал в Джесказган назад, значит, потому что ничего не получалось. Все, он в Джесказган назад уехал. Вот. Все распродал, что мог, значит, и уехал в Джесказган. А это предприятие он хотел продать. Ну, покупателей тоже не находилось. Ну, а я у него как сторож на этом предприятии был. Ну, и зарабатывал деньги, то есть я там продам где-то это самое малыми партиями песчано-гравийную смесь, туда-сюда. И, в общем-то, мне на жизнь хватало. И на зарплату главному бухгалтеру тоже хватало. У нас двое было. Оба пенсионеры. Я еще на пенсию не вышел, а главный бухгалтер уже на пенсию вышла. И ей, в общем-то, хватало той небольшой зарплаты, которую она получала на предприятии. Работы немного совершенно там и так далее. Предприятие стоит. Что-то. Так вот, в 2012 году кризис наступил. Мне нужно срочно искать каких-то клиентов, покупателей или компаньонов, которые согласятся разрабатывать это месторождение. Ну и, может быть, продать, может быть, удастся. Ну и я там как-то, может, пристроюсь тоже на этом месторождении. Но ничего не получалось. И вот уже лето проходит, лето идет к концу, денег нету. У меня денег нету. Семью надо кормить, а денег нету. На зарплату денег нету. Вот. Я начал, значит, уже все. И наверх к высшим обращался, значит, все, как, что. И тут, значит, где-то в конце августа, наверное, точной даты я не помню, я решил воспользоваться той методикой, которая у меня была отработана гораздо раньше. Я примерно выбрал район города, в котором были транспортные предприятия. Ну, я их знал, эти предприятия, еще с советских времен. То есть я не знал, они сейчас существуют или нет. Я решил туда к ним обратиться и заодно, значит, попытался воспользоваться своим чувством знания и методикой, которую я в упражнениях называю упражнение «Хожу туда-сюда». Я настроился, вышел из своего офиса и пошел по направлению к той автобусной остановке, откуда я намеревался добраться до тех предприятий, на которые я надеялся. Сам иду и прислушиваюсь, куда мое тело поведут высшие живые существа. Вот. Но это все через матрицу делается, с помощью матрицы. Вот. И вот меня матрица, значит, поворачивает, особо так, то есть направление я выбрал правильно, к той остановке. По пути, значит, там это предприятие, это диспетчерское таксистов, где, значит, было. Я думаю, может, там будут. Туда зашел, поговорил, нет, их не интересует никакой другой бизнес. Пошел дальше. Там еще одно предприятие, тоже торговое, строительный магазин. Я туда зашел, поговорил, значит, там с управляющим этим магазином. Нет, не то, нет. На остановку пришел, встал, значит, на автобусной остановке. Ну и прислушиваюсь, куда меня матрица поведет. Она на эту остановку так меня и привела, на которую я планировал. И когда я тут автобус подошел какой-то, на котором я мог бы поехать, а меня матрица раз и отвернула от автобуса и толкает в другую сторону идти. Я подчинился, потому что в этом плане я тренированный, уже давно, много раз пользовался этой возможностью. Значит, и я пошел, иду. Еще один строительный магазин. Я в него захожу. Матрица разрешает мне зайти. Я захожу, разговариваю там тоже, значит, с управляющим туда-сюда. Нет, они не собираются, значит, ни в какую компанию вступать, ничего не собираются. Им не интересно это предприятие песчаной гравийной смеси. Я иду дальше по этой улице. Матрица меня ведет. Впереди я уже знаю. 1,5 километра, никаких
ни строительных организаций, никаких строительных магазинов, ничего не будет. Тут район, значит, административные знания, городской акимат, там, значит, банки, какие-то продуктовые магазины, там, жилые дома, все. Ну, я иду, меня матрица ведет. И вот, когда я прошел 1,5 километра, здесь снова, значит, с правой стороны магазин строительный. И она меня в этот магазин. А там так, значит, вход в магазин, а рядом со входом в магазин проходная на территорию строительного предприятия. Что там производят на этом строительном предприятии, я так до сих пор не знаю. Я думал, что, наверное, надо на предприятие заворачивать. Я раз на проходной, матрица меня разворачивает. Прям, ну, я это чувствую, как она меня разворачивает. Я тренированный в этом плане. И она ведет меня на крыльцо, в магазин. Я захожу в магазин, обыкновенный строительный магазин, прилавок слева, прилавок впереди, справа здесь какие-то товары там и так далее. Слева за прилавком двое мужчин что-то там в документах разбираются, а впереди, значит, третий мужчина, который просто стоит. Ну, я думаю, вот к нему-то я и подойду, чтобы этих не отрывать, потому что они заняты, они не будут вникать в мои предложения, в мои вопросы. Я подхожу к тому мужчине, начинаю объяснять ему, что вот я руководитель предприятия, значит, по добыче песчаной гравийной смеси. У меня проблемы. У меня нет ни заказчиков, нет, клиентов нет. Значит, мне нужно или покупателей найти нужно, или найти компаньонов, которые согласятся вместе разрабатывать месторождение, это значит там, ну, соответственно, все, что заработаем, там, делим каким-то образом. Он, как я даже не договорил, а он мне говорит, а пойдемте выйдем на улицу. Я так понял, что он не хочет разговаривать при тех двух. Выхожу на улицу с ним, значит, так, от магазина в сторонку отошли. Ну, тут выясняется, что это не продавец, это грузчик в этом магазине, грузчик. Ему лет 30-35. Он говорит, я все понял, берет телефон, я, говорит, сейчас позвоню знакомым. Позвонил по одному номеру, там что-то у него не сложилось. Он говорит, сейчас подождите, я еще позвоню. Звонит другому, значит, поговорил знакомому своему старинному. Вот. И говорит мне, ну, что-то там ему объяснил, все. Они что-то переговорили по телефону. И мне говорит, вот этот знакомый, с которым я сейчас разговаривал, он приедет в Семипалатинск, ну, не раньше, чем через неделю. Он сейчас где-то там в Астане или где-то еще, значит, он приедет не раньше, чем через неделю. Но он хочет с вами встретиться. Ну, думаю, уже хорошо. В общем, я не помню, то ли неделю, то ли чуть побольше мне ждать пришлось. Но мы встретились. Мужчина 35 или около 40 лет, так где-то. Вот. Мы с ним встретились, посидели на лавочке. Нас этот свел, тот, который из магазина грузчик, нас свел, значит. Мы с ним поговорили. Я не помню, грузчик этот рядом сидел, не рядом, не помню. Вот. Поговорили. Этот мужчина без работы. По профессии он, в общем, короче, инженер. Я не знаю, как правильно называется эта специальность, но он дорожный строитель. Он всю уже вот биография, которая трудовая у него, он работал на строительстве и на ремонте дорог, автомобильных дорог. То есть, а предприятия, которые строят или ремонтируют автомобильные дороги, для них песчано-гравийная смесь – это один из главных строительных материалов. Все, он говорит, я это самое понял, все, что вы предлагаете, значит, давайте мы поближе познакомимся чуть попозже. До сегодня у меня тут дела еще туда-сюда. Встретимся, телефонами обменялись, все, значит, это самое. Будем вместе работать. Еще раз познакомимся поближе, там все, я поближе все узнаю. Я думаю, говорит, что будем работать. А он без работы остался.
Он остался без работы вследствие конфликтов на предприятии, на котором он работал. Вот. Он или прорабом работал там, или как-то инженером. В общем, короче, он профессиональный строитель автомобильных дорог. У него высшее образование. Он работал там инженером, прорабом. Я подробности уже не помню, на каких должностях он работал. Все. В общем, у нас с ним все завязалось. Тут одновременно, как раз, когда мы с ним все это обговаривали, когда он ко мне устроился на работу, значит, все, то предприятие, на котором он проработал много лет, на котором работал его отец, на котором работала его жена, с которой он разошелся. Вот. То есть там целая семейная династия на этом предприятии работала. Предприятие специализировалось на строительстве и ремонте автомобильных дорог. Вся техника необходимая и так далее. И вот это предприятие как раз выиграло осенью или зимой, я не помню, или ранней весной, они выиграли тендер на капитальный ремонт дороги от Усть-Каменогорска до Семипалатинска. Вот. И, значит, это самое. Все, перспектива работы и так далее. Тут только потерпеть осталось немножко, и работа начнется. Единственный недостаток у этого мужчины заключался в том, что он никогда не работал на частных предприятиях. Ну, не на частных предприятиях. Он никогда не работал в сфере экономики, бизнеса и так далее. Он чистый технарь. Он занимался всегда только чисто техническими вопросами. Чисто техническими. Он не вникал ни в бухгалтерию, ни в экономику. У него нет никакого практического опыта в частном бизнесе. Вот это был большой недостаток, но не критичный. Зимой, в феврале месяце, мой старый знакомый, значит, остается без работы, у него проблемы там и так далее, и так далее. А у этого знакомого моего богатый опыт работы в частном бизнесе, с деньгами, договора заключать и так далее, и так далее. Он уже поработал там несколько лет исполнительным директором предприятия. Вот. Он знаком, значит, с геологоразведочными работами. Вот. Он заканчивал техникум, потом институт по моей же специальности. Вот. Он работал в цехах по обработке природного камня там, и так далее. Вот. Он посещал объекты горной работы, где добывался вот этот природный камень и так далее. То есть полностью подготовлены. Все. И в начале 2013 года все завертелось. У нас появился покупатель на нашу эту самую песчано-гравийную смесь. Вот так вот этот вопрос решился. Понимаете? И дальше покатилось, деньги там и так далее. Мои эти двое, значит, компаньонов, благодаря тому, что вот так удачно все высшие силы организовали, меня вот привели, показали, свели с этим первым, потом второго там, подготовили к тому, что он без работы остался, и поэтому пришел ко мне работать. Вот. Они купили себе большой автопогрузчик для того, чтобы песчано-гравийную смесь добывать, автопогрузчик. Значит, они себе купили по хорошему новому автомобилю легковому, каждый себе купил, значит. Они взяли в лизинг 4 больших автосамосвала, чтобы возить. Вот. У нас уже там рабочих приняли на работу там и так далее, там на карьере. То есть все пошло, у нас все пошло. Работа развернулась. Ну, это вот такой пример, да? Из этой же области, когда в конце 92-го или начале 93-го, я не помню, я хотел найти себе Коран
на русском языке. Коран, священная книга ислама, Коран. На русском языке мне нужен был. Я этот Коран нашел точно таким же способом. Значит, меня высшие силы, матрица, вот так вот мое тело повела, в Семипалатинске повела, привела к киоску. Причем я не задавал, не просил, чтобы мне дали это задание там, и так далее. Ну, я не давал задания высшим силам, не просил их, чтобы меня именно вот сейчас повели Коран искать. Нет, я просто был в Семипалатинске там под каким-то другим делом. И тут они от чувства меня повели. Повели. Значит, привели к киоску. Киоск стоял рядом с главпочтамтом Семипалатинским. Вот книжный киоск обыкновенный. Там журналы, открытки, какие-то детские книжки, там еще что-то. Ну, как киоск различных печатных там печатной продукции. Там газеты продавались. Я, значит, к лицевой части киоска подошел, на витрину посмотрел, ничего там нету. Потом меня матрица снова берет, так раз и за киоск заводит сбоку. Я опять смотрю, значит, в эту витрину, тоже ничего нету. Потом она берет мою голову, а я все это чувствую, я научился чувствовать. Я специальные тренировки, меня специально матрица тренировала вот на это вот такое действие. И она мне голову берет, поворачивает в левый нижний угол, а там в самом низу, с левой стороны в уголочке, стоит Коран на русском языке. Вот так, вот такие примеры. С этим способом много чего было. Ну а самое главное, чему я научился наблюдать за результатами работы программы матрицы. Я очень много узнал об устройстве жизни на Земле, об устройстве человеческой микровселенной, о том, как здесь все происходит. Я узнал о матрице, я узнал, как устроен Бог, как устроены живые существа, значит, которые в космосе обитают, но они ниже Бога и выше людей. Вот эти вот. Я их называю, значит, архатами и элохимами. Вот. Название не принципиальный вопрос. Ну а дальше уже боги. Вот таким вот образом. Так что вот решайте. Ну и еще что я хочу сказать. Значит, в мировоззрении Байтерек категорически запрещается верить во что-либо или не верить. Запрещается верить кому-то или не верить. Мне верить не надо. Ну и не верить тоже не надо. Вы прочтите все то, что я записал, и проверьте на своем личном практическом опыте. Ну и еще, какую самую главную пользу люди могут получить от ознакомления с учением мировоззрением Байтерек. Тот, кто изучит учение мировоззрения Байтерек, не только в теории, подчеркиваю, просто чтение моих книг вам не поможет. Ну, оно как-то там улучшит ваше положение, но самое главное, вы должны проводить свои личные, научно-практические исследования. Для этого описана методика наблюдения за результатами программы матрицы. Нужно тренировать свою мыслительную систему. Для тренировки мыслительной системы в книгах очень много, значит, различных упражнений и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вот такие вот дела, ребята. Ну, вот я вам рассказал все самое главное, значит. Ну, а тролли, они и дальше будут писать там что-то. Давайте я останавливаю запись.